Всем сквида, с вами Ивоклипс. В этом видео я или мы разберем конспирологический айсберг теорий по белке и стрелке. Айсберг – это схема, связанная с той или иной популярной тематикой, будь то игра, фильм, мультфильм или сериал, на верхушке которой расположены популярные факты или мифы по вселенной, а на низких уровнях – малоизвестные различные теории и легенды, которые не поддались широкому распространению. Признаюсь, что идею в виде айсберга взяли с Запада, но, как я заметил, по вселенной белки и стрелки еще никто вроде не делал подобного, поэтому встречайте. Айсберг теорий по БИС. Айсберг теорий был составлен нами, Ивоклипс, совместно со стоп-кадрами. Теории, факты и вся информация для айсберга была взята из фанатского наследия франшизы «Белки и стрелки». Ссылки на все различные доступные ресурсы будут в описании к видео. Поверхность. Отношения на лунной станции. Данный факт гласит о напряженных отношениях между каждыми членами экипажа в мультсериале «Белка и стрелка. Тайны космоса», так как на лунной станции постоянно возникают конфликты, даже учитывая, что они улаживаются. Можно сказать, что взаимоотношения отношениями между героями натянутые, из-за чего также начали страдать даже устоявшиеся близкие и родные отношения. Например, любовные отношения между Белкой и Казбеком, которые чаще всего сводятся к временному недолюбливанию друг к другу, из-за тех же чрезвычайных стрессовых ситуаций на станции. Небольшим светом проявления прежних чувств является серия «Желания для Белки» из того же сериала «Белка и стрелка. Тайны космоса», где Казбек наконец-то смог уделить внимание своей жене Белке. Пушинка. Сказать насчет этого факта особо нечего. Пушинка – это щенок женского пола, который был рожден от реальной стрелки, позже подаренной Хрущевым американскому президенту Кеннеди. Но в мультипликационной вселенной Белки и стрелки сложилось наоборот. Вместо Пушинки фигурирует Пушок, он же Шэдоу. Также в этом случае он является щенком Белки, а не стрелки, как в реальности. Больше всего настораживает много недосказанностей и мало объяснений о его судьбе и отношениях с братьями и сестрами, Диной, Рексом и Бубликом. Что уж говорить, если данный персонаж появился всего 2 раза за франшизу. БИС 666. Белка и стрелка 666 является сообществом в социальной сети ВКонтакте, которое вызвало у многих разные догадки и сомнения по поводу тематики и происхождения паблика. Поэтому были построены схожие теории о его странностях, но они особо не распространились. О данном мифе было мало информации, поэтому также пришлось добавить своих размышлений по этому поводу. Самым главным сомнением о сообществе является его неопределенная тематика, которая в принципе нацелена на франшизу «Белки и стрелки». Но некоторые вещи этому противоречат. Часы Вениамина. Те самые часы, которые Вениамин с гордостью носил на протяжении всего первого фильма франшизы. После чего в сиквеле их заменяют инопланетные часы, подаренные Вениамину пришельцам за место разбитых старых. А также, как эти же инопланетные часы с печалью отдает Вениамин в 3-й части «Белки и стрелки», дабы спасти всех и вся. Вопросы остаются такие как: какова подробная история происхождения первых часов Вениамина, которые были подарены ему дедом, добывшим их отвагой и смелостью, если верить словам самого Вениамина? Также вопрос о том, почему возможность инопланетных часов воплощать крысы в железный костюм, как у Тони Старка, не была использована или упомянута в 3-м фильме, хотя в том же 2-м была продемонстрирована после титров. И далее. Handblind. Handblind выходит за обычные рамки БИС, так как это еще не реализованное фанатское произведение по вселенной «Белки и стрелки», которое планируется в виде анимационного сериала. Уже давно известно, что курировать, рекламировать и продвигать проект будет организация Хакаст. Особенностью сериала станет наличие персонажей, которые имелись в каноне, но ни разу или почти не появлялись, и новые персонажи, ранее не входящие в канон. Помимо этого, сюжет будет развиваться по ходу действий в сериале, включая в себя некоторые элементы фанфиков по БИС. В сериале планируется изобразить приключения Белки и Стрелки в дальнем космосе после событий оригинальных фильмов, в частности 3-го. Также известно, что сериал ориентирован в двухмерной компьютерной графике. Вальдемар и Вася. Вальдемар, он же Вова, персонаж франшизы, появившийся в 1-м фильме, где первоначально должен был заменить Белку для полета на ракете, но все-таки это случилось позже, уже после пропажи Белки. Долгое время Вальдемар оставался значимым второстепенным персонажем, но за все его существование сказано о нем ничего толком не было. Что же сказать насчет Васи? Это очередной второстепенный персонаж, который появился лишь 1 раз за франшизу, в сериале «Белка и стрелка. Озорная семейка», в серии «Тетя Мотя», где он вместе с щенками Белки активно играл и прыгал на кровати.
Таинственным может являться происхождение этого персонажа. Как говорится по одной из теорий, отцом Васи может как раз-таки быть Вальдемар. Тем более по теории могут существовать семейные интриги и тайны, из-за которых Васю и Вальдемара невозможно увидеть вместе. А так о Васе почти ничего не известно. От слова совсем. Мелководье. Семья Стрелки. Под пунктом «Семья Стрелки» имеется в виду тайны и теории именно насчет матери и отца Стрелки. Например, до сих пор неизвестно, как действительно зовут мать Стрелки. У фанатов по сети ходит множество имен, такие как Денали, Эйми, Снежинка, Маська, Марена, Кинда и другие. Но самым вероятно правдивым может быть имя Снежинка, которое в дальнейшем будет упоминаться. Что же сказать о ней самой? Снежинка рассказывала Стрелке об отце Сириусе, которым, по ее словам, вероятно, когда-то пропал в космосе. Снежинка проживает там, где жила ранняя Стрелка, в квартире у своего хозяина. Об этом персонаже было мало рассказано, так как Снежинка появилась всего один раз за франшизу. А об ее отсутствии во втором фильме говорить вообще не стоит, ведь вторая часть кардинально изменила вселенную франшизы. Сириус. Сириус – отец Стрелки, который, по словам Снежинки, потерялся в космосе. Фанаты уже давно изучают Сириуса, как одну из главных загадок франшизы «Белки и Стрелки». Его происхождение неизвестно, его облик тоже, разве что его форма и, вероятно, черный окрас. Также легенда умалчивает, как Сириус исчез в космосе, при каких обстоятельствах, и как он туда попал. Теоретически отец Стрелки мог быть засекреченным псом-космонавтом, который попал в какую-то космическую аномалию, например, в черную дыру, в итоге чего он мог погибнуть, либо остаться навечно в ином измерении. Имя Сириус было дано отцу Стрелки только из-за символичной связи со звездой Сириус. Заброшенные сообщества. Обратно возвращаемся в социальную сеть ВКонтакте. Пришло время поговорить о фанатских сообществах, а именно их непростую историю. Ранее в период 2011-2017 годов существовало множество фанатских пабликов, которые активно создавали тематический контент и другие интересные вещи. Но по тем или иным причинам, паблики либо быстро, либо в скором времени вымирали или превращались в мусор из спама и сторонней рекламы. В итоге своеобразного естественного отбора выживали единицы, либо все остатки воссоединялись в единое целое. Многие паблики до сих пор скрывают причины исчезновения своих владельцев, а также что-то большее, чем можно представить. Кэтбери. Данная тема является очень значительной для всего фанатского сообщества «Белки и Стрелки» из-за своего сильного особого влияния на него. Итак, Кэтбери – это немалоизвестная польская диджитал-художница, которую знают многие из-за ее комиксов и атов по «Белке и Стрелке». Ее комиксы она преподносила в виде своих идей по типу, как бы развивались события франшизы в третьем фильме. А также одно из давних фанатских сообществ принадлежало ей, где она также публиковала отличный контент. В ее комиксах также водились новые персонажи неканоничной вселенной «Белки и Стрелки». Одним из них стал Динго, предполагаемый парень Стрелки, появившийся еще до Педро. Также реальным именем Кэтбери является Эдита Горняк. Даже учитывая ее польское происхождение, она могла вполне, по крайней мере, писать на английском и русском. Но большая загадочность кроется совсем в другом. В 2017 году Эдита не вышла в сеть и ее блог перестал получать обновления. Возможно, кто-то и знает, куда настолько долго пропала Эдита. Если подумать, но могло произойти множество различных сценариев по поводу того, что могло с ней произойти. Но факт остается фактом, поэтому тайна исчезновения Кэтбери покрыта мраком. И значительный человек для фанатов «Белки и Стрелки» был утерян. Скорее всего, объяснение Эдиты было на ее страничке, ссылаясь на то, что у нее просто нет на это свободного времени. Железный Вениамин. О Железном Вениамине, точнее о его железном костюме мы уже говорили, что его последние инопланетные часы способны были перевоплощать в костюм Железного Крыса, как было заявлено во второй части франшизы. Но при этом этот костюм даже не упомянули в третьем фильме, хотя сами часы там и присутствовали. Ушедшие аккаунты. В той же социальной сети ВКонтакте и не только. Часто можно было находить аккаунты и профили, которые полностью или частично пародировали оригинальных персонажей франшизы «Белки и Стрелки», выдавая себя за них. Немало было случаев, когда такие аккаунты были частью ролплея, то есть ролевых игр, где участники обязаны были поддерживать свою активность и выбрать своего персонажа из мультфильма или фильма. Загадочность состоит здесь в том, что почти абсолютно все подобные страницы и аккаунты были утеряны своими владельцами, а может даже и самими владельцами что-либо случилось. До сих пор эти профили скрывают тайны своих бывших хозяев. Некоторые же из них в свои времена оказали влияние на фанатское сообщество. Потерянные фрагменты фильмов.
Вероятно, под этим пунктом имеются в виду эксклюзивные фрагменты фильмов франшизы «Белки и стрелки», которые можно было найти, например, в специальных подарочных или DVD-изданиях. Суть заключается в том, что эти же фрагменты могут давать новую информацию о вселенной или же какие-то особые детали. Гибкая шея стрелки. Гибкая шея стрелки – это паранормальное явление, случайно созданное аниматорами франшизы «Белки и стрелки», Вследствие чего стрелка способна сгибать шею под самым разным углом. Не раз такое поведение фигурировало в оригинальных фильмах. Но и на просторах интернета многие начинающие аниматоры сами проводили симуляции, манипуляции с шеей стрелки. Например, в той же программе Blender. Глубокие воды. Клянусь колбасой. «Клянусь колбасой» — это фраза стрелки из первого фильма франшизы. А Pledge by Sausage является английской версией этой же фразы. Сомнения у некоторых людей возникли по поводу найденного аудио в мусоре интернета, которое звучит так. Никто пока не знает, откуда это аудио, чье оно и для чего создано. Но факт наличия ключевой фразы остается таковым. События Белка с Дина. Пришло время поговорить о игровой серии Five Nights at Belka's. Эта игровая серия является совмещением серии игр FNAF и франшизы «Белки и стрелки». По одной из теорий, события, описываемые в игре, связаны с событиями франшизы «Белки и стрелки». А именно события второй части Five Nights at Belka's 2, которой на данный момент еще предстоит выйти. События будут иллюстрировать открытие обеденного заведения с аниматрониками, построенных на образах персонажей «Белки и стрелки». Regret, MP4. Теория также, связанная со вселенной Five Nights at Belka's. На первом официальном тизере FNAF 2 в левом верхнем углу была спрятана ссылка на секретное видео, которую можно было увидеть только при освещении тизера. Данная ссылка как раз и ведет на видео Regret MP4, на котором изображена голова аниматроника или же маска, в сопровождении непонятного низкого голоса, который говорит трудноразбираемые фразы, скорее всего на английском языке. Из-за чего непонятно, какой посыл несет это видео. Ясно лишь то, что оно приурочено к событиям второй части FNAF. Клоны Белки. Теория, построенная на том, что рендер персонажа Белки в течение выхода всех фильмов и сериалов франшизы «Белки и стрелки» значительно менялся. Поэтому есть предположение, что при каждом изменении рендера у Белки появлялся новый собственный клон, который продолжает жизнь предыдущего клона. И таким образом до бесконечности по кругу. По теории, как и настоящая Белка, все клоны гибнут, заменяясь новыми по очереди. Не стоит забывать, что это только предположение. Путь в будущее. Предположительно, если события сериалов «Озорная семейка» и «Тайны космоса» франшизы «Белки и стрелки» связаны друг с другом, то может быть, что все главные персонажи смогли телепортироваться или переместиться в будущее. Ведь в «Озорной семейке» действия происходили в середине 20 века, а в «Тайнах космоса» в 21-м. Есть иной вариант, все главные персонажи могли стать долгожителями, почти не старея или же вовсе бессмертными. Хотя, скорее всего, эта теория не подтвердится. А разница во времени действия сериалов не имеет логического объяснения. Раймондо. Одним из самых загадочных и неизвестных персонажей остается Раймондо, предположительный отец Белки. О нем вообще ничего не ясно, кроме имени, которое определили по отчеству Белки. Раймондовна. Раймондо не был никогда упомянут за всю историю франшизы, даже своей женой, матерью Белки, жучки, которая появилась дважды в «Озорной семейке». Вероятно, Раймондо имеет схожую внешность с Белкой, но данная мысль рушится из-за следующей теории. Белка – приемная дочь. Есть одна теория, по которой Белка может являться приемной дочерью в семье. Из-за того, что у Белки с матерью и, вероятно, с отцом нет каких-либо схожих внешних признаков, а может и генов. Может быть, Белка и вовсе не собака, а, например, лиса или другое животное. Хотя во франшизе упоминается, что Белка состоит в династии цирковых псов. О происхождении Белки по сути ничего не известно. Ничего точно утверждать попросту нельзя. Бездна. Фанатские вселенные. Фанатские вселенные особенно фигурируют в фанфиках по Белке и Стрелке. В них авторы могут придумать все, что угодно, и приплести лишнего. Порой встречаются фанфики, которые могут шокировать, но такие случаи единичны, лишь в эпизодах. Например, фанатские истории от Алёши Поповича, которые содержат много зловечности и кошмарности, именуемые серией «Очень страшная белка». Данный пункт является обобщенным, поэтому конкретно сказать тут нечего. Другие версии сценариев к фильмам.
У каждого полнометражного фильма «Белки и стрелки» в процессе создания появлялось множество версий сценария. И как обычно стали делать, создатели постоянно делились подробными альтернативными версиями сценариев ко всем частям БИС. Каждая версия поражала своими задумками и сложностями реализации, а также разочаровывали своей неиспользованностью. Некоторые из них заставили некоторых людей задуматься, какие новые тайны, загадки и теории появились бы, если бы эти сценарии получили зеленый свет реализации. Холодная война. События второго полнометражного фильма франшизы «Белки и стрелки» разворачивались в условиях холодной войны. Две стороны, США и СССР, были на грани начала полномасштабной войны, но, к счастью, этого не случилось. По теории, описываются страшные боевые действия с участием Белки и Стрелки, если бы война наступила. Много крови и боли тяжело было бы воспринять, поэтому такого исхода не было ни в одном из альтернативных сценариев второй части БИС. Отсутствие Казбека в третьем фильме. Главный персонаж Казбек напрочь отсутствует в третьем фильме франшизы «Белки и Стрелки», хотя до этого обязательно имел место в остальных частях и сериалах франшизы. Как говорит наиболее правдивая причина, Казбеку просто не смогли придумать какой-либо важной роли в сценарии. Но по одной из теорий, Казбек вместе с детьми Белки мог погибнуть, из-за чего Белка не смогла бы пережить горе и кодировалась бы, чтобы забыть все плохое и начать жизнь с чистого листа. Стрелка же могла специально не пробуждать у подруги мысли о трагичном прошлом. Конечно, жутковатая теория имеет место быть. Тот же Казбек также ранее играл важную роль в спасении Кубы, первоначальной версии третьего фильма, но после тотального изменения фильма, Казбек исчез бесследно из сценария. Космический сон. Теория о космическом сне, наверное, самая масштабная среди всех уже ранее перечисленных. Она гласит, что все события франшизы «Белки и стрелки», которые когда-либо происходили, были лишь сном Белки. Или же только все события после полета Белки и Стрелки оказались вымышленными во сне. Об эту теорию рушатся все остальные существующие теории и мифы, ведь по ней ничего и никого не существовало, может даже и Стрелки. Ничего ни с кем не происходило, кроме быта Белки. Итак, это был полный разбор нашего айсберга по Белке и Стрелке. Если вы считаете, что мы что-то упустили или желаете дополнить, то напишите нам в комментариях. Мы обязательно прочтем и выскажем свое мнение. Также, если вам понравился разбор и вы узнали что-нибудь новое или интересное о вселенной Белки и Стрелки, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик и делитесь с друзьями этим видео. С вами был или были Ивоклипс. Увидимся в следующем видео. И не забывайте, что это все лишь теория. Да, Вася.